Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чем говорится в диалоге. На лекции чтения мы будем подбирать неверного по смыслу ответа с текстом из 4 данных вариантов. 보기. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. Итак, в этом задании нужно ответить на вопрос, о чем говорится в диалоге. Давайте сначала для этого переведем на русский язык. 이 아파트에 살아요? Вы живете в этих апартаментах? Мы бы спросили, вы живете в этом доме, но в Корее принято говорить апаты, апартаменты. То есть вы живете в этих апартаментах? 네, 5층에 살아요. Да, я живу на 5-м этаже. Итак, ключевые слова этого диалога будут апаты, апартаменты или дом, и 5층에 살아요, живу на 5-м этаже. И о чем же говорится в диалоге? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 집, дом, в смысле, что это место, где человек живет. Номер 2. 역, станция. Номер 3. 주소, адрес. Номер 4. 달력, календарь. Итак, этот человек живет в этом доме на 5-м этаже. То есть оба собеседника говорят о чем? О месте, где живет второй собеседник. 정답, значит правильный ответ номер 1. 집. 11번. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. Давайте переведем на русский язык. 안녕하세요. Здравствуйте. 김준호입니다. Меня зовут Ким Джунхо. 반갑습니다. Рада познакомиться. 저는 이지영입니다. Меня зовут 이지영. Итак, ключевые слова этого диалога будут имена Ким Джунхо и 이지영. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 이름, имя. Номер 2. 가족, семья. Номер 3. 직업, профессия. Номер 4. 생일, день рождения. В этом диалоге оба собеседника друг другу представились и назвали свои имена. 정답. Правильный ответ номер 1. 이름. 12번. 수박을 좋아하세요? 네. 수박도 좋아하지만 포도가 더 좋아요. Давайте переведем на русский язык. 수박을 좋아하세요? Вам нравится арбуз? 네, да, 수박도 좋아하지만 мне нравится арбуз, но 포도가 더 좋아요. Виноград нравится больше. Ключевые слова этого диалога будут субак, арбуз, подо, виноград. Итак, о чем же говорят собеседники? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 채소, овощи. Номер 2. 과일, фрукты. Номер 3. 과자, печенье. Номер 4. 고기, мясо. Итак, субак, арбуз, подо, виноград принадлежат к одной категории. Это будут фрукты. 정답. Правильный ответ номер 2. 과일. Но давайте еще посмотрим немножко на лексику. Если это овощи, 채소, то какие слова мы могли бы услышать в диалоге? Это могут быть ои, допустим, огурцы, либо ямпа, лук. Категория 고기, мясо, относится 돼지고기, свинина, либо 소고기, говядина. 13번. 동생은 몇 살이에요? 저보다 2살 적어요. Давайте переведем диалог на русский язык. 동생은 몇 살이에요? Сколько лет младшему брату? Либо можно перевести как младшей сестре. 저보다 2살 적어요. Она или он младше меня на 2 года. Ключевые слова этого диалога будут 몇 살, сколько лет, и
2 살 적어요. На 2 года младше. Итак, о чем же говорят собеседники? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 나이, возраст. Номер 2. 번호, номер. Номер 3. 날짜, дата. Номер 4. 시간, время. 정답. Правильный ответ номер 1. 나이, возраст. 14번. 서울에서 태어났어요? 아니요. 부산에서요. Давайте переведем на русский язык. 서울에서 태어났어요? Вы родились в Сеуле? 아니에요. Нет. 부산에서요. Я родилась в Пусане. Или нет в Пусане. Итак, ключевые слова будут 서울, Сеул, 태어났어요, родиться, и город Пусан, Пусан. Итак, о чем же говорят собеседники? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 나라, страна. Номер 2. 휴일, праздник или выходной. Номер 3. 여행, путешествие. Номер 4. 고향, родина. Мужчина говорил, что он родился в Сеуле, а женщина ответила, что она родилась в Пусане. То есть Сеул и Пусан будут родиной для этих собеседников. 정답. Правильный ответ номер 4. 고향. В этом задании нам нужно выбрать из 4 вариантов тот, который не подходит по смыслу к тексту. Давайте вместе переведем на русский язык. Итак, нам дана карта, и на ней написана погода и также города. Давайте вместе внимательно посмотрим. Есть город Чунчон. По-русски немножко будет сложно, но переводится или звучит как Чунчхон. И на картинке нарисовано солнышко, солнечно, и написано 30°, 30 градусов. Затем чуть ниже есть картинка Сеул, то есть написан город Сеул. На нем солнышко и облако, что означает переменная облачность, и 28°, 28 градусов. Есть картинка ниже Сеула с названием города Кванджу. На ней нарисован зонт и дождь, что означает дождь. 22°, и написано 22 градуса. И последняя картинка, на ней написано Пусан, город Пусан. На ней нарисованы тучи, что означает пасмурно, 25°, 25 градусов. Теперь давайте посмотрим на 4 предложенных варианта ответов. Номер 1. 광주는 비가 옵니다. В Кванджу идет дождь. Номер 2. 서울이 제일 덥습니다. Сеул самый жаркий. Номер 3. 부산은 날씨가 흐립니다. В Пусане пасмурно. Номер 4. 춘천은 날씨가 맑습니다. В Чунчхон чистое небо. Итак, нужно нам выбрать ответ, который не подходит по смыслу к заданию. Давайте вместе определим его. В номере 1 было сказано, что в Кванджу идет дождь, и это так и есть. В номере 2 написано, что Сеул самый жаркий. Давайте посмотрим, какой же город самый жаркий. Если вы посмотрите, то в Чунчоне самая жаркая погода, там 30 градусов. То есть это неправильный ответ. Но давайте посмотрим на номер 3 и 4. Номер 3. В Пусане пасмурно. В Пусане на самом деле пасмурно. И номер 4. В Чунчхон чистое небо. И на самом деле там солнечно, что означает, что там чистое небо. 정답. Значит, неверные по смыслу утверждения это номер 2. 서울이 제일 덥습니다. Это и есть наш правильный ответ. Давайте переведем на русский язык. В этот раз у нас перед нами программа. Итак, KBC TV программ. Программа KBC TV. Затем идет 시간, время. И рядом идет 8월 7일 금, 금요일. Это означает 7 августа в пятницу.
Итак, время 19시, 7 часов, драма, сериал «Ури 집 사람들», люди в нашем доме. Затем в колонке «Время» идет 20시, 8 часов вечера, KBC News, новости KBC. И дальше идет в колонке «Время» 21시, в 9 часов вечера, 영화, 여름 기차, кино, летний поезд. Теперь давайте посмотрим на 4 вариантов ответов. Номер 1. 영화는 뉴스 전해합니다. Кино показывают до новостей. Номер 2. 드라마는 1시간 정도 합니다. Сериал идет около 1 часа. Номер 3. 뉴스는 저녁 8시에 시작합니다. Новости начинаются в 8 вечера. Номер 4. 8월 7일 밤에 영화를 볼 수 있습니다. 7 августа вечером можно посмотреть кино. Итак, кино показывают до новостей. Давайте посмотрим. Новости у нас в 8, а кино в 9, то есть после новостей. Значит, это утверждение неверное. Но давайте на всякий случай проверим еще 3 оставшихся варианта. Номер 2. Сериал идет около часа. Итак, сериал начинается в 7 часов, и потом идут новости, которые начинаются в 8. Это означает, что сериал идет около 1 часа. Номер 3. Новости начинаются в 8 вечера. Да, по программе они начинаются в 8 вечера. Номер 4. 7 августа вечера можно посмотреть кино. Оно так и есть, потому что в 9 вечера 7 августа будет кино «Летний поезд». 정답. Неверное по смыслу утверждение – это номер 1, что и есть наш правильный ответ. Давайте переведем на русский язык. Итак, перед нами объявление. 행복식당이 문을 열었습니다. ресторан счастья открылся. 7월 1일부터 с 1 июля 7월 31일까지 до 31 июля 선물을 드립니다. даем подарки. И дальше идет меню. 갈비탕, 갈비탕, 7,000원, 7,000 won. 비빔밥, 비빔밥, 6,000원, 6,000 won. 냉면, холодная лапша 냉면, 5,500원, 5,500 won. И дальше написано 12시 전에는 до 12 часов 모든 메뉴가 все меню 5,000원입니다. 5,000 won. 일요일은 쉽니다. воскресенье выходной. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 한 달 동안 선물을 받을 수 있습니다. В течение 1 месяца можно получить подарок. Это утверждение правильное, потому что с 1 июля по 31 июля можно получить подарок, что означает в течение месяца. Номер 2. 일요일에는 식당이 문을 열지 않습니다. В воскресенье ресторан не работает. Это тоже правильное утверждение, потому что было написано, что воскресенье выходной. Номер 3. 오후에는 после обеда 갈비탕과 비빔밥의 값이 같습니다. 갈비탕 и 비빔밥 по одной цене. Но 갈비탕 и bibimbap и даже нэнмён могут быть по одной цене, если их заказать до 12 часов, что является до обеда. Поэтому номер 3 утверждение неверное, но давайте посмотрим еще на вариант 4. 오전에는 до обеда 냉면을 5,000원에 먹을 수 있습니다. Можно заказать или можно съесть нэнмён за 5,000 вон. Это утверждение правильное, потому что все меню до обеда стоит 5,000 вон. 정답. Значит, правильный ответ номер 3. Сегодня на лекции аудирования мы с вами смогли найти правильные ответы на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было найти ключевые слова диалога и понять, в какую одну категорию их можно определить. Сегодня на лекции чтения мы с вами научились находить неверные по смыслу ответы среди 4 данных.
Для этого нужно полностью понять смысл данных нам картинок или объявлений. На одной была погода, на другой – телевизионная программа, и еще на одной – объявление об открытии ресторана. Теперь вы знаете, как понимать прогноз погоды, телевизионную программу и читать короткие объявления. Спасибо и всего вам хорошего!